Вот 112-й. На первый взгляд обычный тяжелый танк 8-го уровня. Крепкий, подвижный, с грубой дубиной вместо пушки. И непонятно, зачем он нужен, когда есть ИС-6. Садишься в него, и кажется все то же самое, но чувствуешь нутром, что-то здесь спрятано загадочное. Отчасти это правда. 112-й — попытка китайских инженеров сделать советский танк лучше. Но что бы там они ни сделали, орудия остались главным признаком родства. Они у 112-го и ИС-6 близнецы. И если быть откровенными, их это не красит. Обычно меткость проверяет, стреляя по тарелкам, а больше всех на тарелку похож Е-25. Нервы здесь кончатся гораздо быстрее, чем снаряды. Орудие могло бы быть вполне точным. Китайцы даже дали ему снайперский обзор в 380 метров. Это на 30 метров дальше, чем у ИСа. Но скорость сведения 3,4 секунды. Бегать прицелом за танками бесполезно. Лучше остановиться и подождать, пока они сами в него зайдут. Такой недостаток надо вытягивать модулями и экипажем. Усиленные приводы наводки обязательно. Стабилизатор вертикальной наводки во второй слот. И досылатель в третий. Эта штука всегда нужна. Среди перков экипажа ускорить сведение помогут плавный поворот башни и плавный ход. Если попасть, 25-му снесет пол хп. Альфа-урон огромный — 390. Жаль, реализовать его сложно, потому что бронепробития не хватает. Из-за этого так и хочется сменить снаряд, чтобы показать, наконец, какой потенциал скрывает орудие. На ИСе с подкалибером жизнь превращается в сказку, а 112-й все равно будет потеть. У него кумулятивы. Да, они мощные, мощнее подкалиберов. 250 мм пробития против 217. Но стоит попасть в гусеницу, экран или орудие, и все, пробитие сходит на нет. Поэтому надо целиться. Но как с такой точностью? Если пушка как дубина, значит и дубасить ей надо в упор. Делать это без защиты нельзя. И вот броня здесь как раз меняет все. Для испытания прочности у нас есть отличное место. Мы называем его «Полоса позора». Вот свирепые воины песочницы. Для тяжей восьмерок это смех, а не противники. Но что, если их будет 2 десятка? Выдержит ли броня такую злую шутку? От бортов ИСа снаряды скачут, как кузнечики. Правильно, там все хорошо. 100 мм плюс рикошетная форма. А китайцы, видимо, не думали, что тяж может угодить в такую передрягу. Борта тоньше по 80 мм, да и наклонов почти нет. Ой-ой, китаец горит! Снаряд через тонкую НЛД угодил прямо в бак. Как быстро светляки нашли его ахиллесову пяту. Чтобы такого не случилось, надо заливать в бак СО2. Слотов всего 3, поэтому придется выбирать. Жертвовать комфортом пушки или не бояться пожаров. Но настоящая выносливость — это выжить, когда проблемы так быстро не кончаются. Сейчас посмотрим, как потрепанные танки держат серьезный урон. Огонь! И башня 112-го отбивает. Там 240 мм со сложной формой. Еще выстрел. И еще. ВЛД тоже держит. Здесь 120 мм под наклоном. Спереди китаец просто дубовый. А что у ИСа? А у ИСа такой башни нет. Вот и правда, смеется тот, кто смеется последним. О подвижности много знать не надо. 45 км в час, 26 градусов в секунду. Динамика достаточно хороша, чтобы о ней просто не думать. И не козырь, и не слабость. Гораздо важнее знать, как отразить урон и как дать сдачи. Это можно увидеть только в реальном бою. У 112-го есть очень важное преимущество. Он почти всегда в топе. Десятки перед ним не появится. Но большая сила — большая ответственность.
Китаец должен быть надежным щитом атакующей группы. Первый совет. Чтобы все получилось, не думайте о стрельбе, пока не займете позицию. Ищите место, где можно спрятать НЛД, а противник не стрельнет с фланга. При этом сильно гористая местность нам плохо подходит, потому что не хватает углов вертикальной наводки. А в городе удобных позиций много. Там 112-й будет хозяином положения. В отличие от ИС-6, играть ромбом удобно. Простая форма носа не откроет никаких уязвимостей, если довернуть корпус. А вот у ИСа откроет. Второе. Рассчитывайте на башню. Для противников, которых вы встретите, это будет одна из самых трудных мишеней. Уязвимы там только лючки. Чтобы их не выцеливали, надо периодически стряхивать с себя прицел парой легких движений. Поэтому отвлекайте огонь на себя. Пусть на вас тратят время и снаряды. И если бы не башня, ждать сведения было бы очень трудно. А так, вполне. Конечно, когда не пробиваешь после долгого сведения, хочется засунуть 112-го на 7-й уровень, где его орудию самое место. Но потом отбиваешь снаряд ПТ и понимаешь, а ведь это самая настоящая девятка на 8-м уровне. Вот чего так не хватало его соперникам – настоящего танкования. 112-й – это сильно перепаянный советский ИС-6. Знакомый, только лучше. Если хотите узнать больше, переходите на сайт 112vod.ru. Удачи на полях сражений!